Приветствую вас на своем канале, и в этом видео я вам хочу рассказать и показать, как понизить прошивку на Huawei P40 Lite для того, чтобы установить Google сервисы, такие как YouTube, Play Market, почта Google, ну и так далее. Ну и естественно пользоваться этими приложениями полноценно, а не через какие-нибудь там приложения или виртуальные машины. Так что погнали. Чуть не забыл, в предыдущем ролике на моем канале я сделал видео от и до, как сделать понижение прошивки на Huawei P40 Lite, поставить Google аккаунты все и приложения и повысить прошивку. Если кому интересно от и до, ищите ссылку в описании под видео. Для начала нам нужно убедиться, что у нас Huawei P40 Lite и какая у нас стоит прошивка. Кстати, прошивка у нас стоит 306, как вы видите. Понижаться мы будем на 226. Где взять эту прошивку? Прошивку ищите в описании под этим видео. Для прошивки данного телефона ничего сложного нету. Нужна всего лишь флешка. microSD я взял на 32 гигабайта, какой-то SanDisk, по-моему. Обыкновенная простая флешка, ничего в ней особенного нет. Вот только что одна может возникнуть проблема, как эту флешку вставить в телефон. Ведь в лотке для данной флешки нет места. Но мы ее все равно вставим через... Сейчас я вам покажу. Так, этот нам нужно будет такой переходник. С телефона на USB шнур. Дальше нам понадобится картридер. Картридер мы имеем вот такой. Мы данный картридер заказывали на AliExpress. На AliExpress, кстати, можно заказать не именно такой, а в виде флешки. Он будет подешевле, кто экономит деньги для себя. Вставляем нашу micro CD флешку в данный картридер. Ну и, естественно, шнур в сам уже переходник для телефона. И вот смотрим, что уже наша флешка должна определиться. Вот она уже начала читаться. Все, наша флешка считывается телефоном, файловый менеджер определился, и погнали дальше. Заходим в описание под видео, нажимаем на ссылочку, там где можно скачать нашу прошивку для данного телефона, скачиваем, разархивируем архив, и в папочке с архивом уже разархивированным, сейчас я вам покажу, будет папка Download. И данную папочку нам нужно будет, вот наша папочка, скопировать на нашу microSD флешку. Погнали дальше. Так, флешка наша microSD готова для работы. Подключаем данную флешку через картридер к нашему телефону. Видим, что наш файловый менеджер уже считывает ее. Выключаем полностью телефон. Полностью мы его должны вырубить. Ждем, когда он полностью отключится. Зажимаем верхнюю клавишу звука плюс и клавишу включения телефона. И ждем, пока не загорится логотип телефона Huawei. Как загорится логотип, отпускаем кнопочку включения телефона, а кнопочку громкости плюс держим, пока наш телефон не загрузится в рекавере. Как только наш телефон загрузился в рекавере, нужно отпустить кнопочку плюс. Чуть не забыл, перед прошивкой телефона обязательно зарядите полностью батарейку до 100% желательно. Дальше мы вот зашли в рекавер, нажимаем Update Mode. Дальше мы нажимаем Memory Card OTG Update Mode. Вот эту кнопочку нам нужно нажать. И у нас уже запустится прошивка. То есть мы уже будем понижаться на прошивку 226. Как вы видите, процесс запущен. Флешка читается. Телефон прошивается. Так, вот у нас уже 4% прошло. Нужно дождаться до конца, не паниковать. Первых 4% будут длиться очень долго. Пока эти проценты появятся. Но может минут 5, может даже и больше. Походу нужно сначала, чтобы считалась флешка с прошивкой. Может идет какая-то распаковка. Бог знает, что там происходит в данный момент. Но факт в том, что наш телефон прошивается.
Прошивается уже так, уже 5%, 7%. Ну и так дальше. Когда появятся первые проценты, там уже пойдет более-менее быстро. Короче, дошла до 100%. Наш телефон перезагрузился. Появился логотип Huawei. Это уже первые признаки, что у нас прошивка прошла удачно. Следующий логотип Huawei. Идет загрузка. Немножко ускорим процесс видео. Так, вот. Какой-то выскочил значок EMUI, e-mail или как там. Ну и вот наши долгожданные настройки, которые нужно сделать. Так, вот выскочил пин-код. Кстати, пин-код сим-карты. Я прошивал сим-картой. Кто-то говорит, что сим-картой прошивать нельзя, как бы теряются номера телефонов. Я как-то сколько раз, правда немного, но прошивал телефон и никогда не боялся, что у меня потеряются номера. В принципе и все. Наш телефон прошит. Прошивка понижена, так что пользуйтесь. Сейчас спокойно можно устанавливать Google сервисы и повышать прошивку. Кстати, следующее видео будет, как повысить прошивку на Huawei P40 Lite. Всем всего хорошего, пока-пока. Если вам понравился данный видеоролик, нажмите подписаться и поставьте колокольчик на все уведомления, а также поставьте лайк и не забудьте поделиться данным видеороликом со своими друзьями в социальных сетях.